Это было не под силу и здоровому человеку, но обессиленный и изможденный Егор упорно поднимал камень за камнем, взваливал на плечо и относил к транспортеру, лентой, идущего к огромной грохоталке. Он был многократно избит, изнурен бессонницей и голодом, постоянными криками и условиями, которые диктовал трудовой лагерь военнопленных. Все это место, громадная система, машина ада по умерщвлению человеческих душ, и тело работало как часы. Было неясно, что умирает быстрее, душа или тело. Парадокс. Но гибли здесь не только военнопленные, но и солдаты из охраны. Морально крепкие люди, понимающие разницу между добром и злом, тотально оскотинивались в лагере буквально за месяц, становились прямоходящими скотами, для которых чужая жизнь не стоила ничего. На это работала целая идеология о том, что не все люди на планете Земля имеют право на жизнь, а совесть быстро умолкала, залитая потоками спирта в ночных попойках. «Слышь, корешок, слышь, нет?» Сзади Егора окликнул долговязый, чернявый парень с золотыми зубами. Егор ответил, не оборачиваясь. «Чего тебе?» «Это...» Парень откашлялся. «Вчера в бараке, я слышал, ты еще двое твоих после отбоя сговаривались». Егор ничего не ответил и молча нес свою ношу к конвейеру. «Слышь, нет?» Внезапно сбоку и сверху раздался гневный окрик на ломаном русском языке. «Не сговариваться! Прекратите разговоры! Еще слово и пуля!» Егор кинул камень на ленту, потратил лишь мгновение на то, чтобы выправить спину, и отправился обратно в карьер. Он видел бесконечную вереницу замученных концлагерем людей с камнями на плечах, но сам был уже встроен в поток людей со свободными руками. Ненадолго. Только до карьера каменоломни и обратно. Там он должен был взять еще один камень, вернуться в поток нагруженных пленных и снова тащить его к конвейерной ленте. Камень за камнем, шаг за шагом, тысячи раз и день за днем. Сейчас он уже и не помнил прошлого себя, но пытался сохранить в себе остатки человеческого. Навязчивый чернявый парень снова шел сзади. Он огляделся по сторонам, охраны поблизости не было. Охранялось только устье входа в каменоломню и подачи грохоталки, дробящий камень. «Слышь, в бараке после отбоя поговорим». Егор прошипел. «Отвали». «Чего-чего? А жить тебе не надоело?» Егор чуть замедлил шаг. «Отвали, я сказал». Парень сзади умолк. Егор шел и думал про себя. Что ему нужно? Неужели провокатор? И как он мог услышать разговор, когда говорили едва слышно и друг другу на ухо? Неужели кто-то из наших настучал? Побег готовился тщательно, с учетом всех возможностей. В нечеловеческих условиях душа старшего сержанта Маклакова Егора как могла противостояла расчеловечиванию. А оно здесь шло полным ходом. Тот, кто еще вчера казался уверенным и непоколебимым, уже сегодня становился помойной грязью, гнилью, предавал, выдавал заговорщиков, шестерил охране и как мог пытался продлить свою жизнь. Егор прошел все. А может быть, он просто так думал. И все его еще впереди. У устья лаза в каменоломню сначала едва, а затем и отчетливо расслышался стук. Как будто в банку набрали пригоршню камешков и стали трясти ей из стороны в сторону. Стук. 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 Господи, только не это. Вся колонна военнопленных остановилась. Если бы можно было слышать человеческий страх, перерастающий в ужас, то он оглушил бы многоголосием стенаний, стонов, криков и всхлипов. Колонна остановилась, и вдоль нее медленно, крадясь как волк, прошел человек с густо заросшей щетиной по самые глаза. Взгляд ледяной, не выражающий эмоций и постоянная, блуждающая улыбка. Он шел вдоль цепи и размахивал свое ухо небольшой, круглой коробчонкой из жести. В ней лежали маленькие леденцы, размером не больше фаланги мизинца. Стук становился все громче. Он нарастал, но внезапно прервался. Человек повернулся к толпе. «Ты!» Он указал на невысокого горбоносого пленного. «Ты!» Теперь он ткнул пальцем в грудь почти что еще пацана, вчерашнего красноармейца. «Ты и ты!» Двое солдат с автоматами вытолкнули четверых из вереницы, подбадривая их прикладами.
Нечаянно при этом вытолкнули вперед и Егора. Человек с коробчонкой леденцов мельком взглянул Егору прямо в глаза, улыбнулся и отрицательно покачал головой, тем самым позволив Егора снова встать в строй. Человек с леденцами шел от каменоломни, тряся над ухом, коробкой с конфетами и насвистывая неизвестную мелодию. Пленные покорно шли за ним. Все знали, что будет дальше. Жить пленным оставалось несколько минут. Одним из парней, которых вырвали из толпы, был тот самый, чернявый, пытающийся завязать разговор с Егором. И это было поводом для волнения. В момент перед смертью он мог упасть на колени и закричать что-то вроде я знаю, я все скажу, вон тот, в ночь сговаривался со своим корешем о побеге». И тогда на его место встанет Егор. Сначала его будут мучить, пытаясь разговорить, потом попробуют завербовать, а в случае отказа просто убьют. Убьет именно он, человек с леденцами. В лагере военнопленных его звали Сластеной, сладкоежкой, пожирателем, даже кукольником. Он был страшен. Он был ужасен во всех своих проявлениях нечеловеческой жестокости и садизма. Про него шептались, его боялись, он пах смертью и был кукольником. Кукольник. Нет, не тем добрым дяденькой, который делает куколки из тряпок и воска, чтобы забавлять детей. Он делал куклы из живых людей, но при этом не умерщвляя их. Из мужчин, женщин, детей, да все равно. Егор видел их. Видел его кукол месяц назад. И именно тогда он ощутил смерть своей души. Он просто перестал верить в свою жизнь. В жизнь вокруг и в человеческое добро. Впервые увидев куклу, он прошептал: «Господи, если ты есть, спаси, пожалуйста, нас, спаси, сохрани». Безмолвное лицо, немой взгляд и перекошенный рот, начисто лишенный зубов и языка, ушитые в узкое отверстие губы, лысая голова. Страшно? Нет, это еще не страшно. Кукла, сделанная из живой женщины, была лишена рук и ног. Суставы были вылущены из плеч и бедер, конечности усекались, а после все сшивалось таким образом, будто у человека никогда и не было рук и ног. Никаких шрамов, никаких разрезов. Грязная, абсолютно голая кукла, лежащая на скамейке в кабинете начальника лагеря. Егор видел ее, когда его пинками погнали в кабинет, чтобы он вымыл там полы. Кукла испорожнялась прямо на пол. Пинком под зад вогнали в кабинет, обматерив по-немецки. Он сразу и не понял, что увидел. На небольшой тахте у стенки лежит обрубок человеческого тела, а в глазах мольба. Не о помощи, а скорее... В глазах была только одна просьба – убей меня. Убей меня как можно скорее, пожалуйста. Егор взял тряпку и стал мыть полы, иногда поглядывая на живой обрубок. Это была женщина не старше 30 лет, безмолвная, беззащитная и измученная. Представь, что ты больше не человек. Представь, что ты превратился в нечто, что давно потеряла способность даже к простому крику. Ты видишь, чувствуешь, но не можешь пошевелиться, не можешь вздохнуть полной грудью, не можешь даже закрыть глаза от ужаса. В тебе все еще остается жалкое сознание, уцепившееся за последние осколки реальности. Но твое тело больше тебе не принадлежит. Оно... всего лишь оболочка, уродливое напоминание о том, что когда-то ты был живым существом, и твоя душа, изуродованная и изнасилованная временем, все еще цепляется за это место, не потому что ты хочешь жить, а потому что боишься умереть. Кукольник, человек, который когда-то, возможно, знал жалость, но сейчас он мясник. Но не из тех, кто режет только тела. Он мастер, обнажающий души, выскребающие последние кусочки человеческого в том, что попадает под его руки. Он не просто убивает людей, он превращает их в экспонаты, бездыханные, но не мертвые, безголосые, но не без сознания. Живые куклы – его шедевры. Ты видишь этих кукол, этих бедных созданий, когда-то мечтающих о свободе, о доме, о том, чтобы вновь увидеть родных. Теперь же они лишь оболочки, оставшиеся без прошлого и будущего. Ты понимаешь, что вскоре сам станешь одним из них, и это знание выжигает тебя изнутри. Страх, отчаяние, ненависть – все сливается в одну вязкую кашу мыслей, от которой не сбежать. Ты больше не человек, ты не существуешь, ты – нечто, что вскоре перестанет быть даже собой. И кукольник знает это.
Ему нравится это. Каждая новая кукла — его триумф, его победа над жизнью и смертью. Ты ведь видел кукол, да? Они смотрят на тебя пустыми, мертвыми глазами, безмолвные. И вот что действительно страшно. Они все еще здесь. Егор тогда мыл полы, стараясь не смотреть, но видел все. Внезапно в коридоре раздался стук. Стук конфеты о жестяную банку. И тишина. Сладкоежка-кукольник умел ходить бесшумно. Он неслышно вошел в помещение и прошел мимо. Подошел к кукле и поставил ее вертикально. Егор боялся даже дышать. До этого он не боялся ничего, ни побоев, ни издевательств, ни даже смерти в этом проклятом концентрационном лагере. Но то, что он увидел, абсолютно расчеловечило его, наполнило душу ледяным ужасом. Он был готов превратиться в пыль, в насекомое, лишь бы только кукольник не обращал на него внимания. Но он обратил. Поглаживая куклу по голове, он смотрел на Егора, а затем достал из кармана банку с леденцами и произнес на русском языке с акцентом: «Хочешь леденец, а?» Егор не отвечал. Тер тряпкой пол и смотрел в одну точку, делая механические движения руками, как на автомате. И тогда кукольник начал улыбаться. «Никто из вас не хочет отвечать. Какие вы все невежливые». Неизвестно, чем бы все это закончилось, но в кабинет вошел один из офицеров. Этот офицер выгнал Егора во двор и заставил лезть на дерево. Была в лагере такая забава — заставить пленного лезть на дерево, а затем раскачивать его с собой, пока ствол не сломается. Офицер смеялся, подбадривал Егора криками и ждал, когда ствол с хрясом надломится. Кукольник наблюдал за всем этим из окна. Он уже достал одну конфету и хотел направить себе в рот, но передумал. Вместо этого он улыбнулся и запихнул леденец в рот кукле. Ночью в бараке Егор не спал. Он ждал сигнала, который вот-вот должен был прозвучать. Легкий шепот прошипел почти у уха. «Егор, это я, Сава. Кривой сказал, что перепрятал вещи в тайник». Да, они, Егор, Сава и Кривой. Его имени никто не знал. Готовили побег из этого адского места. Куда? Да просто за колючку. Зачем? Но чтобы уцелеть и спасти свою душу и жизнь. Из вещей у них была только продырявленные штаны, которые Егор случайно нашел на помойке, и фетровый картуз, который случайно был найден в крематории, когда пятерка Егора разгружала пепел из зольников. Тогда еще более или менее крепкий Егор позволял себе покочевряжиться с охраной. Но вскоре перестал это делать. Его руки и все тело пропахли пеплом сожженных трупов. И самого себя он стал считать пеплом. Похоронная команда. Тяжелая работа. Легкие забиты смрадом пепла, руки почернели, а душа обуглилась страхом. Потом его перевели на каменоломню. Там он и познакомился с Кривым и Савой. Егор лежал на тонком, пропахшем потом и смертью тюфяке, вслушиваясь в темноту барака. Стены казались сжимающимися, а воздух таким густым, что было сложно дышать. Говорили, что здесь, за этими стенами, все умирают задолго до того, как тела перестают двигаться. Плен превращал людей в живые тени, ходячие оболочки, чьи души испарялись, как дым из горящих зольников. Он чувствовал это и на себе каждый день, как будто с каждой новой порцией пепла, которую он выносил, он терял еще одну частичку самого себя. «Сава», — прошептал про тайник, и Егор машинально кивнул, но в его голове засела мысль: что если побег всего лишь еще одна иллюзия? И что если за колючкой их ждет не спасение, а что-то худшее? В этих местах ад не заканчивался за забором. Он простирался куда-то дальше, как болезнь, проникая в каждую клетку. Даже если им удастся сбежать, кто сказал, что они останутся людьми? Пепел в легких, пепел в сердце, пепел в мыслях. Он чувствовал, как с каждым днем он все больше и больше становился частью этого кошмара. Егор вспомнил кукол, созданий, которые кукольник лепил в своей извращенной фантазии, как бог, только без милосердия. Они были еще живы, но это была не жизнь. Это было нечто гораздо хуже смерти, существование без смысла, без возможности сбежать, без надежды. Может быть, они были лучше мертвых, потому что их тела еще двигались, или хуже, потому что их души были заперты в ловушке вечного страдания.
Кем был кукольник? Или, как его еще здесь называли, сладкоежка, не знал никто. Ни охрана, ни заключенные военнопленные. Он просто был. Появлялся на офицерских и солдатских разводах, стоя немного поодаль. Кивал головой офицерам, улыбался. Иногда он появлялся в общей столовой для солдат, а иногда и в кормежной столовой для военнопленных. Он подсаживался на скамейку, улыбался, вызывая трепетный ужас у тех, кто был поблизости, и свистящим шепотом требовал принести ему баланды. В лагере были военнопленные разных языков: русские, сербы, словены, попадались и народы, о которых Егор, например, вовсе никогда не слышал. Но всякий раз Сластена обращался к людям на их родном языке. Перед ним оказывалась миска с жидкой баландой. Он брал ее и выпивал варево через край, проливая на серую брезентовую рубашку, пачкая длинную щетину на подбородке. Затем он доставал коробку с леденцами, закидывал в рот 1, 2 или даже 3 конфеты, осматривал людей, замирающих под его взглядом, и говорил: «Ты, ты и ты». Количество конфет всегда совпадало с этим «ты», звучащим как приговор, холоднее глыбы льда. Людей уводили появляющиеся будто из ниоткуда солдаты охраны, а Сластена шел за ними, тряс конфетной жестянкой и тихонько хихикал. Куда уводили людей? Их убивали. Но убивать можно по-разному, и Егор видел кое-что. Однажды ночью тишина над лагерем была разорвана очередями выстрелов из автоматов. Егор взметнулся на нарах, усыпанных прелой соломой. По его прикидкам, до подъема оставалось никак не менее 2 часов. Сава, лежавший рядом, вскинулся и посмотрел Егору в глаза. «Там бой, что ли? Что происходит?» Егор и сам был готов поверить, что в лагере поднято вооруженное восстание, или, может, какие-то внешние силы устроили нападение, во что, впрочем, верилось с трудом. Но все надежды и мысли были вмиг разрушены диким смехом, разносящимся над выстрелами. Сава махнул рукой и улегся на нары обратно, поджав ноги к груди. Так было немного теплее. Охрана развлекается. Егор хотел лечь, но внутри что-то ёкнуло и подтолкнуло. Он захотел увидеть то, что происходило за воротами барака. Выйти было невозможно, барак был заперт снаружи, но в редкие щели можно было подглядывать. Он подглядел, а после через час, через сутки, через неделю он спрашивал себя: зачем? Зачем он это сделал? Воспоминания отравляли внутри все ядом. Егор осторожно подполз к одной из щелей в стене барака и прижался к ней лицом, пытаясь увидеть происходящее снаружи. Он ждал минуту, может 2, но потом услышал новый звук, не просто выстрелы, а что-то еще более жуткое, сдавленные стоны, хруст и детский смех. Холод пробежал по спине. Егор попытался сфокусироваться на происходящем. Во дворе, в круге света прожектора, охранники действительно устроили нечто вроде тира. Они стояли у небольшой баррикады из мешков с песком и стреляли по цели. Не по мишеням. Нет, не по сбитым доскам, а по людям. И не просто людям. Это были куклы. Те самые, жуткие, изуродованные существа, которые Егор видел месяц назад. Безрукие, безногие, неспособные сопротивляться, их изувеченные тела раскачивались на грубых деревянных крюках, прикрепленных к столбам. Каждое попадание сопровождалось диким хохотом охранников. Посреди этого кошмара медленно прохаживался человек с коробочкой леденцов. Сластена, кукольник. Каждый раз, когда очередная кукла безжизненно опадала после выстрела, он вытаскивал из коробки очередную конфету и медленно, с наслаждением отправлял ее в рот. Его улыбка, была неестественно широкой, губы растянуты до предела, а глаза горели безумным блеском. Он словно смаковал не конфеты, а саму смерть. Каждую каплю страдания, что сливались с воздухом лагеря. Егор стоял у щели, закрывая рот ладонью, боясь даже дышать. В этот момент Сластена посмотрел на него. Их взгляды встретились. Сластена поднес палец к губам и прошипел: «Тссс». Сава исчез внезапно. Никто не знал, что с ним произошло. Только шептались по лагерю, что его увели в медицинский блок. В тот день солнце медленно умирало за горизонтом, заволакивая лагерь густыми тенями, будто сама ночь затягивала его в свои темные сети. Сава всегда был тихим, держался особняком, но его крепкая фигура и уверенный взгляд выделяли его среди других.
как человека, который не сдается. Его больше не видели. Слухи разнеслись по лагерю быстро. Кто-то говорил, что у него был сердечный приступ. Другие предполагали, что он стал жертвой экспериментов. В лагере царило беспокойство. Тишина была удушающе густой, и никто не осмеливался открыто обсуждать его исчезновение. Только один из военнопленных, работавших в обслуживании медблока, начал привлекать к себе внимание странными жестами. Этот человек был лишен языка здесь же, в лагере, немой свидетель того, что происходило в стенах медблока. Он мог только показывать руками, пытаясь донести свою историю. Его глаза были полны ужаса, и каждый раз, когда он начинал свои мимические рассказы, в его взгляде отражался страх, словно он снова переживал увиденное. Он жестами показывал человека, уведенного силой, что-то похожее на падение или слабость, но затем его руки начали медленно изображать что-то другое. Жестяную банку, леденцы, стук леденцов о жестянку. Этот немой жест был ясен, и те, кто наблюдал за ним, уже понимали. Там был Сластена. Те, кто слышал эту немую историю, отступали, побледнев и не произнеся ни слова. После той ночи жизнь в лагере для Егора стала чем-то невыносимым. В его сознании поселился жуткий образ. Кукольник и его отвратительные куклы. Эти изувеченные тела, которые он делал из живых людей. Каждый раз, поднимая очередной камень в карьере, он чувствовал, как что-то в нем разрывается. Душа, когда-то крепкая и уверенная, теперь трещала по швам, как старая рваная ткань. Взгляд Егора стал пустым, как и у тех кукол, что он видел. Они смотрели на него в его собственных воспоминаниях, безмолвно кричали о боли и вечном страдании. Сластена был повсюду. В каждую смену, в каждый момент дня Егор чувствовал его присутствие, будто само пространство наполнялось его зловещим духом. Он больше не был просто фигурой, а стал сущностью лагеря, его уродливой душой. Сластена появлялся то на краю каменоломни, то в столовой, пробираясь сквозь толпу заключенных. Его жестяная коробочка с леденцами неизменно звенела, вызывая дрожь у всех вокруг. Сластена подходил к очередной жертве и просто смотрел. И этот взгляд был хуже, чем побои или пытки. В этом взгляде была бесконечная, застывшая жестокость. Он наслаждался не просто властью над людьми, но и тем, что ломал их изнутри, делая их своими игрушками. Иногда Сластена смотрел на Егора. Взгляд их встречался, и в глазах кукольника Егор видел свое собственное отражение, искаженное, обезличенное, как будто он уже был частью коллекции. Егор хотел кричать, протестовать, рвать на себя волосы, но у него не было сил. Он все больше и больше чувствовал, как его душа опустошается, превращается в пустую оболочку. И настал тот день, когда Егор понял, что больше не живет. Он существовал как часть огромного бесчувственного механизма лагеря. Его тело двигалось, поднимало камни, выполняло приказы, но внутри не осталось ничего. Только пустота и ужас перед неизбежным. Однажды ночью Егор проснулся от жуткого ощущения, будто на него смотрят. Он поднялся и вышел во двор лагеря, не понимая, сон это или реальность. Вокруг стояла мертвая тишина. Лишь ветер гонял пыль по камням. Но что-то было не так. Его взгляд упал на ряды фигур, выстроенных вдоль стены, и у него перехватило дыхание. Это были куклы. Тот самый тир, но с одной деталью, которая заморозила кровь в его жилах. В одной из кукол Егор узнал себя. Его собственное лицо, перекошенное в странном выражении. Мертвый взгляд, искаженное тело. Егор медленно подошел ближе, не веря своим глазам. Кукла была точной копией его самого. В каждом изломе, в каждом шраме, как будто кто-то скопировал его полностью. В голове зазвенело, мир начал кружиться вокруг, и тут раздался голос. Холодный, шелестящий, словно ветер в могильных камнях. «Егор», — произнес кукольник, выходя из тени, — «ты ведь давно умер». Слова пробрались в самое сердце, оставляя за собой ледяную пустоту. Егор хотел закричать, но не мог. Губы его не слушались, горло сжалось в комок. Он только смотрел, как кукольник приближается, его лицо — зловещая маска радости, и в руках тот сжимал жестяную коробочку с леденцами. «Это твой ад», — шептал он, медленно раскрывая коробочку. «После смерти ты будешь рождаться снова и снова и снова, и всегда будешь моей куклой.
С этими словами кукольник достал леденец из коробки, красный, сверкающий, как капли свежей крови. Он протянул его Егору, а тот внезапно почувствовал, как что-то в нем ломается окончательно. В этот миг он понял, что больше не человек, что он уже давно не живой, что его душа просто еще одна из кукол, игрушка в руках монстра. Сластенно улыбнулся, вложив леденец в его онемевшие пальцы. «Добро пожаловать, Егор», — прошептал он, отступая в тень. Егор стоял неподвижно, а мир вокруг него превращался в бесконечное, невыносимое повторение. В этом мире не было ничего, кроме вечной муки и странного, приторного вкуса леденца на языке. Кукольник, Сластена. Чем эти имена отличаются от таких имен, как Бамафет, Люцифер или Сатана? Если их содержание близко, как две капли воды, как два сиамских близнеца, сотканных вместе живой тканью и единой душой вечной муки бытия. Во времена Великой войны, когда мир раскололся и тьма окутала сердца людей, среди солдат ходили слухи о неком человеке по имени Конрад Мюллер. Его боялись даже свои, шепотом передавая истории о его бесчеловечной жестокости. Он был офицером, без чина, без эмблемы, но с неограниченной властью. Его называли кукольником. Конрад был высокий и худой, с бледной кожей и глазами, которые, казалось, видели сквозь душу. Он редко говорил, но когда говорил, его голос звучал, как шелест сухих листьев. Говорили, что он владеет древними знаниями, потерянными для людей. Его интересовали не победы в боях и не стратегические планы, а что-то более глубокое и зловещее. Здесь, на войне, он понял, что страшнее взрывов снарядов и стрекота пулеметных очередей может быть только страх. Он видел его в глазах новобранцев, в угасающем взгляде раненых, в отчаянии военнопленных. В один из зимних вечеров, когда холодное небо горело отраженным огнем подбитой техники, в разбитом блиндаже Конрад Мюллер убил 2 раненых сослуживцев. Убил, чтобы выжить самому в окружении. Кровь и мясо убитых напитали его тело. Именно тогда зло и обратило внимание на его черную душу. Именно тогда Конрад и стал кукольником. Расправившись с ранеными солдатами в брезентовом бушлате, одного из них Конрад обнаружил жестяную коробку с леденцами. Но вопреки ожиданиям конфеты оказались горькими на вкус, но и ему оставалось жить считанные часы. Зло наблюдало за ним, выжидало и было готово обрести в Конраде еще одного демона для бесконечной утробы ада.